Полуночная газета. Автор рассказа Midnight Paper. Я сидел на водительском сиденье своей машины. На другой стороне улицы в темноте виднелся особняк. Я бывал здесь раньше, кажется, целую жизнь назад. Дом буквально пах успехом. Проходя мимо него, вы могли бы подумать, что он принадлежит какой-то серьезной шишке, или, как в данном случае, паре родителей-клонов. Я, как и в последние несколько дней, снова задумался о статье про новенькую. Я расскажу вам вкратце, о чем она, на случай, если вы пропустили эту часть. Мне пришла полуночная газета со статьей, в которой Марк Бейли, учитель английского языка в средней школе, заметил, что одна из его учениц, Моника Кэмпбелл, каким-то образом снова появляется в его школе и в других школах на следующий год после окончания учебного заведения. У всех вновь прибывших учениц были разные имена, но выглядели они все одинаково. Каждая из них была невероятно умной по всем предметам, родители всех девушек редко появлялись в школе и были очень богатыми. Девочки всегда оказывались новенькими, они переходили в новую школу в начале учебного года, заканчивали ее, поступали в университет, а потом еще одна девушка с идентичной внешностью, но другим именем, появлялась в очередной школе. В конце концов, Бейли проследил за одной из этих девушек, но был потом за это арестован. Несколько месяцев спустя Марк Бейли начал преследовать другую девушку, Стефани Карсон, и даже проник в ее дом. Он потребовал от нее объяснения, а когда она ничего не сказала, Бейли убил ее. Но однажды я не дал этим событиям произойти, и я бы сделал это снова. Стефани была самым умным человеком, которого я когда-либо встречал, и вместе мы спасли мир. Или, по крайней мере, так мы думали в то время. Теперь, когда дела обстояли хуже, чем когда-либо, она была единственным человеком, который мог бы придумать, как это исправить. Я открыл дверцу со стороны водителя и перешел улицу. Бейли, должно быть, пробирался к одному из окон на первом этаже. И вот он, Марк Бейли. Небритый, потный. Он выглядел так, словно не спал неделями. Как и Стефани, врач-избавитель и большинство других людей из статей, Бейли не существовал до того, как я прочитал о нем. Но это все равно не оправдывало то, что он собирался сделать. Может быть, я мог бы поговорить с ним. Может быть, я смог бы убедить его перестать интересоваться Стефани и другими девушками, которые выглядели так же, как она. Затем из дома вышла девушка. Все произошло быстро. Бейли бросился на нее. Вопрос так и не был произнесен, потому что в следующее мгновение он оказался на земле с торчащим из шеи ножом. Тогда мне пришло в голову, что это был второй раз, когда я видел смерть Марка Бейли. Стефани подошла ко мне. На ней было черное пальто, черные перчатки, черные ботинки. Ее волосы были собраны в тугой хвост. Я никогда не видел ее такой. Прежде чем я успел что-то сказать, она сунула мне в руку спортивную сумку. «Помнишь, я сказала, что это плохая идея – позволять сумасшедшему доктору оперировать тебя?» – спросила она. «Я же тебе говорила. А теперь давай, ты поможешь мне кое с чем». «Что?» – начал я. «Ты прочитал ее еще раз, верно? Статью обо мне. Потому что тебе нужна помощь. Ну тогда сначала ты поможешь мне». «А что насчет Бейли?» «Мои типа родители позаботятся об этом, помнишь?» Это была долгая поездка. Я не знал точно, куда мы направляемся, и просто следовал указаниям Стефани. По дороге я рассказал ей о своих родителях, о том, что происходило с моим отцом, и о том, как я нашел статью о ней и враче-избавителе в кабинете моего отца. «Ну, — сказала Стефани, — прозвучит грубо, но ты хотя бы не исчез из жизни». «Что ты помнишь?» – спросил я. «То, что я уже сказала. В один момент я наблюдала, как жуткий доктор режет тебя, а потом… Ничего. Я проснулась в своей комнате, клоны моих родителей были внизу, такие же жуткие, как и всегда. Клянусь, все, что они делают, это пялятся в телевизор. Если бы он был включен, это могло бы звучать нормально, но он всегда выключен. Они просто часами смотрят на свои отражения на черном экране. В любом случае, я решила, что если я вернусь, то и Бейли тоже вернется. Он такой слабак. Тем не менее, я думаю, что знаю, почему в газете говорилось, что он убьет меня». Я позволил ей на мгновение замолчать. Затем она продолжила говорить, а ее голос срывался от напряжения. «Я была в настоящей депрессии до всего этого. Ну, может быть, я все еще в депрессии. Потому, когда Бейли стал одержим мной, я хотела посмотреть, к чему это приведет. Я подумала, что, может быть, мои настоящие родители вмешаются и остановят его, но в глубине души я знала, что они не будут этого делать. Кто знает, сколько еще существует моих версий, сколько их было до меня, сколько погибло, сколько покончило с собой.
Черт возьми, даже врач-избавитель использовал одну из нас, чтобы заполучить последний кусочек для своего совершенного существа. Так что, может быть, газета знала, что я позволю Бейли убить меня, просто чтобы покончить со всем этим, закончить жизнь идеальной дочери. «Но ты не позволила ему», — сказал я. «Газета ошиблась». «Да», — сказала Стефани, вытирая нос и смахивая слезы. «Ты вломился в мой дом, и я хотела знать, почему. В любом случае, твоя сумасшедшая тирада о газете была интереснее, чем смерть Бейли. Так что теперь он снова мертв. Черт, я должна была попытаться убить его другим способом. Как часто появляется возможность убить своего потенциального убийцу? Нужно было сделать это поинтереснее». Я покачал головой, она усмехнулась, и из ее голоса исчезло напряжение. «Так куда мы направляемся?» – спросил я, увидев, что спереди замаячил поворот. «Да, поверни направо», – сказала она, и я так и сделал. Я работала над кое-чем до Бейли. У меня ведь не было детства, помнишь? Точнее, однажды я просто проснулась, а у меня в голове была вся эта ерунда. Воспоминания с моими родителями, с моими настоящими родителями, кстати, а не с теми придурочными клонами, с которыми я сейчас живу. И я вспомнила дом, в котором в моих воспоминаниях происходил каждый праздник, где выросла настоящая я. Не Стефани Карсон, не Моника Кэмпбелл, не Натали Крит, а та, на основе которой были созданы мы. И именно там живут мои родители. Вот где они меня сделали. И что мы будем делать, когда доберемся туда? «Тебе это не понравится», — сказала она. И она была права. Дом Стефани был огромным особняком. Это место было чем-то совершенно иным. Когда я впервые взглянул на него, я подумал, что это закрытый жилой комплекс, а огни за воротами принадлежат разным квартирам, каждая из которых, вероятно, стоит миллионы долларов. Но я ошибся. Это не был таунхаус на несколько квартир, это был один дом высотой в 4 этажа, почти полностью сделанный из стекла. Вокруг него был парк с дорожками, деревянными мостиками и уличными фонарями. Кто были эти люди? Я как раз собирался это выяснить. Я глубоко вздохнул, еще раз взглянул вперед через лобовое стекло, изучил ворота, белую стену, окружающую их, десятки камер, которые расположились вдоль верхней части стены. Неужели я действительно собирался это сделать? Да, я должен. Я обещал Стефани, что сделаю это. И я сделал. Я вдавил ногу в педаль газа. Моя старенькая машина застонала, как будто напоминая мне, что я только что забрал ее из ремонта. Ворота становились все ближе и ближе по мере того, как я мчался к ним на своей машине. Я ослабил хватку на руле, оставив руки на нем только для того, чтобы машина не вывернула в сторону. Я изо всех сил старался расслабиться, чтобы удар не пришелся на мое напряженное тело и зубы, которые находились в ожидании столкновения. Но ничего не могло подготовить меня к удару. Даже несмотря на то, что я его ожидал, все произошло намного хуже. Передняя часть моей машины столкнулась с воротами и мгновенно задымилась. Капот покорежился и поднялся, разбив мое лобовое стекло и разрушив приборную панель. Это было все, что я увидел, прежде чем мои глаза закрылись от удара, и я потерял сознание. Я почувствовал, как меня потянули. Чем-то протерли, к коже прикоснулось что-то холодное, а потом появились уколы каких-то инъекций. В носу стоял едкий, резкий запах спирта. Я открыл глаза и увидел белую размытую пелену. Казалось, прошли часы, прежде чем я смог, наконец, сморгнуть ее. Но когда я это сделал, то увидел, что передо мной стоит Стефани. Она была одета во все белое, а волосы были собраны в тугой пучок. «Стефани?» – спросил я. Она даже не взглянула на меня и просто продолжала водить ватным тампоном, пропитанным спиртом, по одной из моих рук. Я посмотрел вниз на остальную часть своего тела. Не было ни гипсов, ни повязок, ни даже крови. Но что-то было не так. До аварии на мне была надета моя старая рубашка, но теперь она выглядела по-другому. Не было пятна от отбеливателя, которое я поставил несколько месяцев назад. На ощупь она была такой же, но казалось, будто ее заменили на новую, идентичную той, что я носил. «Ты не Стефани», — сказал я девушке. «Не так ли?» Девушка ничего не ответила и просто бросила ватный тампон в пластиковый пакет, скатала его в шарик и вышла из комнаты. Через несколько минут я почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы встать. Комната была почти пуста. Там не было никаких медицинских инструментов, никаких материалов для обследования, никакой мебели, кроме каталки, на которой я проснулся. Не было даже мусорного бака.
Я похлопал по одному карману, затем по другому и обнаружил, что моего телефона в них не было. Я не мог позвонить Стефани, не мог рассказать ей, что случилось. Я был совсем один в этой белой комнате. Холодной, безразличной, клинической. Затем я прошел через дверь, и все изменилось. Пол в другой части дома был выполнен из известняка, как и стены. Все уже не казалось пустым и безличным. Тут и там на полу лежали шкуры животных. Некоторые стены были стеклянными и, должно быть, достигали 6 метров в высоту. Потолок был сделан из старых деревянных плит, пересекающихся и сходящихся вместе, словно плетеная корзина. Мебель состояла из современных и даже антикварных моделей, но все выглядело уместно. На стенах висели минималистичные и современные картины. Это место пахло богатством и изысканностью, но в то же время оно казалось пустым, как курорт без гостей, как музей без посетителей. «Добрый вечер», – произнес приятный голос, эхом разнесшийся по дому. Я огляделся и заметил, что коридор ведет в просторную комнату. Я собрался с духом и вошел в нее, не зная, что может ожидать меня там. Как только я переступил порог, раздался выстрел. Я сделал еще один шаг и увидел, как девушка в белом упала на пол. Девушка, которая выглядела как Стефани. Под ней начала собираться кровавая лужа, и мне в нос ударил металлический запах. Я поднял глаза и увидел пистолет, из которого был сделан выстрел, и человека, держащего его. Это был молодой блондин, очень похожий на Стефани. Ему должно быть было за 30, но учитывая возраст Стефани… С другой стороны, возраст Стефани никогда не имел значения, не так ли? Не думаю, что возраст был проблемой для людей, которые занимались тем, чем занимаются родители Стефани. Его волосы были зачесаны назад, кожа была загорелой, лицо было как у кинозвезды. Но его глаза были холодными, колкими, словно битое стекло. Рядом с ним стояла женщина, те же светлые волосы, лицо с острыми чертами, глаза такие же холодные, как у мужчины. Это мама Стефани? Я смотрел куда угодно, стараясь избегать их взглядов, но отец Стефани заставил меня посмотреть. Он снова взвел курок пистолета и переставил его. Я посмотрел в сторону, куда он направил пистолет. Он целился в Стефани, или в девушку, похожую на нее. На ней была белая одежда, волосы были заплетены в неряшливую косу, как будто она пыталась повторить чью-то прическу, но сделала это неумело. «Это действительно прискорбно», – сказал мужчина. «И все же я ожидал этого от тебя, Стефани. Ты всегда была немного не в себе». «Пятно на ее правой икре», – небрежно сказала женщина. «И складка на ее ладони. Но ты нам нравилась», – сказал мужчина с отвращением. «Ты схватила меня за палец, когда мы тебя осматривали», – добавила женщина. «И я сказал тебе, что это не то, помнишь? Эмоциональное, чувствительное. Так не должно быть. И ты был прав. Мы больше не совершим эту ошибку». Стефани ничего не ответила. Она посмотрела на меня, и ее глаза наполнились слезами. «Эй, мы уйдем», – сказал я. «Спасибо, что привели меня в порядок. Простите за ворота, но Стефани важнее, чем вы думаете. Она может спасти мир». Пара сухо усмехнулась. «Конечно, она может», – сказал мужчина. «Мы ее создали. Она может сделать все, что угодно. Знаете, когда мы впервые создали партию 155, мы подумали, что лучше уже ничего не будет». «И мы были правы», – сказала женщина. «Эти новые, такие проблемные». «Только некоторых из них мы селим в домах, отправляем в школы и в университеты», – продолжил мужчина. «И они всегда становятся такими проблемными. Остепеняются с парнем или девушкой, основывают компанию, которая через 10 лет будет строить миллиарды. Это неприемлемо». «Так зачем вообще давать им шанс?» – спросил я. Они пожали плечами. Они на самом деле, черт возьми, пожали плечами. Чтобы посмотреть, что они сделают. «К сожалению, мы зашли в тупик», – сказала женщина. «Поэтому мы тестируем их в разных сценариях. Если бы мы не вмешивались, через пару десятилетий они бы правили миром». «Эй, я вас создал!» – внезапно сказал я, и слова прозвучали сердито и гортанно, полными яда. «Верно», – сказал мужчина. «Но если быть точнее, газета». «Вы прочитали статью и думаете, что каким-то образом создали нас с помощью этой странной магии? Полуночной газеты, не так ли?» – спросила женщина. «Вы знаете о ней?» – удивился я. «Конечно», – ответил мужчина. «У нас ваши водительские права. Одна из девушек поискала о вас и нашла ваши посты.
«Так вы знаете», – сказал я. «Вы знаете о враче-избавителе и о том, что происходит, о том, как Стефани может мне помочь». «Как мы и сказали, да, мы знаем. Если вам интересно, почему нас это не волнует, оглянитесь вокруг», – сказала женщина. Так я и сделал. Там в дальнем углу комнаты лежала груда тел. У каждой были светлые волосы, каждая была одета в белое, каждая была Стефани. «Господи Иисусе», – пробормотал я. «Вы думаете, мы первые?» – спросил мужчина, улыбаясь. «Вы думаете, мы не смогли бы создать идеальную дочь, не будь мы сами совершенными? Так что нет», – добавил он. «Мы не беспокоимся о монстрах или странных газетах, доставляемых только в полночь, или о ваших постах в интернете. Если сюда что-нибудь придет, мы разберемся с этим», – заключила женщина, «или создадим что-нибудь, что сможет это сделать». «Что случилось с настоящей мной?» – спросила Стефани дрожащим голосом. «Так вот почему ты проделала весь этот путь, да?» – спросил мужчина. «О, Стефани, это так разочаровывает. Ты уже должна была понять это. Видите?» – спросил он, глядя на меня. «Она с дефектом. Другие узнали об этом гораздо раньше». И он нажал на спусковой крючок. Я побежал вперед, поймав Стефани, прежде чем она ударилась о пол. Там было так много крови. Ее лицо... Боже. «Не плачьте», – сказала эта дама. «Нам все равно пришлось избавиться от всей партии. Вы должны быть благодарны, ведь только отбраковав их, мы узнаем, как исправлять сломанные тела. Вот как мы вылечили вашу руку». «Вы, черт возьми, больные! Она была вашей дочерью!» Я в ярости бросился на мужчину. Они оба громко рассмеялись, как будто то, что я делал, и то, что я сказал, было шуткой, как будто это ничего не значило. Я бы никогда не смог застать их врасплох. Мужчина небрежно направил пистолет на меня, отвел курок и улыбнулся. Но он ошибался. То, что я говорил, и то, что я делал, имело значение, потому что это был сигнал. Пуля пробила запястье мужчины, раздробив кость, разорвав кожу и заставив его выронить пистолет. Он даже не вскрикнул и не вздрогнул. Он просто протянул другую руку и снова схватил пистолет, поймав его до того, как упал на пол. Он был быстр, слишком быстр, но Стефани оказалась быстрее. Еще один выстрел, и вторую руку мужчины постигла та же участь. Женщина небрежно взглянула на него с презрительной усмешкой на лице. «Проблемная», – сказала она. Стефани вышла из тени с винтовкой в руках. «Ты позволила нам убить их?» – спросил мужчина ровным голосом, в котором не было ни намека на боль или напряжение. «Интересно». «Я ведь могу научиться чему угодно. Стоит мне только увидеть процесс, верно?» – сказала Стефани. «Вы покажете мне, как их вернуть». «Как новенькая», – сказал я. «Отлично. Снаружи есть гараж, полный дорогущих машин. Выбери какую-нибудь, которая тебе приглянется. У меня нет прав». Я кивнул, но Стефани продолжила смотреть на меня. Я понял, что она имела в виду. Она хотела, чтобы я пошел и выбрал машину прямо сейчас и оставил ее наедине с родителями, если они вообще действительно были ее родителями. «Понял», – сказал я. «Если тебе нужна помощь, не нужна. Дай мне 2 часа», – сказала Стефани. Пара улыбнулась. Мужчина поднял одну из своих изуродованных рук и небрежно помахал мне. «Приятно было познакомиться», – сказал он. «Спасибо, что привели нам ту, что мы искали», – добавила женщина. Я ушел, и последнее, что я увидел, была Стефани, пододвигающая стул, чтобы сесть перед своими родителями. Криков не было слышно. Не было слышно вообще ничего. 2 часа спустя Стефани вышла из дома, одетая в другую одежду. Ее волосы были влажными после душа, руки красными и ободранными, как будто она сильно их терла. «Стефани?» – спросил я, сам того не желая. Ее вид в другой одежде сбил меня с толку. Она вздохнула, задирая штанину и показывая мне свою правую икру. На ней было маленькое родимое пятно. «Убедился?» – спросила она. Я кивнул. «Прости». «Все в порядке. Я бы тоже засомневалась в твоей личности, если бы увидела кучу мертвых тебя. Ты уже выбрал машину?» Я указал на внедорожник. Я выбрал его, потому что он выглядел самым дешевым, но все равно стоил больше, чем я мог бы заработать за 10 лет. «Отлично», – сказала Стефани, открывая багажник и бросая внутрь небольшой чемодан. «Ты...» – начал я. «Не говори о них. Не задавай мне никаких вопросов, хорошо?» – сказала Стефани. Ее голос был ровным, глаза сухими. Она не выглядела грустной, уязвленной или потрясенной. Она была спокойной и собранной. И ей не нужно было чье-либо утешение. «Хорошо», – сказал я. «Есть идеи, куда мы двинемся дальше?» «У нас назначен прием у врача», – сказала Стефани
улыбаясь.